Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, Рутюб, телеграм-канал. Приглашаю вас посмотреть, как вяжется вот такая нежная красота. Очень симпатичный узорчик. Предлагаю посмотреть, связать. Меньше чем 100 грамм, грамм 50 всего-навсего нужно на косыночку, если это будет детская косынка. Если это будет шаль, 100 грамм. Такая замечательная у меня схема. И еще интереснее, очень нежные слонимские ниточки. Это абсолютно новая пряжа. Также беру из центра 2 ниточки и сбоку получаю 4. Всегда вяжу в 4 нити. Вы меня спрашиваете, а я всегда вяжу в 4 нити. В 2 это очень тонко. И не вяжу я так. Только всегда в 4 нити. Крючок 2,75. Схема у нас достаточно интересная, и она простая, но хорошо смотрится. Набираем 7 воздушных петель, вяжем столбик с 2 накидами. 4 воздушные петли, столбик с 2 накидами. У нас сердцевинка будет всегда одинаковая. Мы делаем набор, потом столбик с 2 накидами. Опять такой вот центральный набор, столбик с 2 накидами. Вязание очень простое. Уверена, у всех получится. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ниточка очень мягкая, нежная. Для тех, у кого, как вот у меня, аллергия, допустим, на колючую пряжу, столбик с 2 накидами, эта ниточка идеально подойдет по тактильным ощущениям. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами в нашу самую начальную петельку. 2 воздушные петли, столбик с 2 накидами. Ниточка очень мягкая, хорошо для деток будет. Так, это мы по центру провязали. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами. Чтобы у нас не распустилась наша начальная петелечка. Две воздушные петельки и последний столбик. Это вот у нас самое-самое начало. То, что мы должны были провязать. Вот. Идем теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. И в центр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание, пропускаем первое окошечко, а вот в большое вяжем 7 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Так, пряжа тут у меня. Так, 4, 5, 6, 7. Это в то большое окошко, где было 4 воздушных петельки. Теперь вяжем 1, 2, 2 воздушные петли. И в самый центр, между 2 столбиков провязываем столбик с 2 накидами. Еще 2 воздушные петли. И опять большое окошечко, 7 столбиков. Как мы с вами начинали, 7 столбиков с 2 накидами. 7 столбиков с 2 накидами провязали. Идем дальше. 2 воздушные петельки и столбик с 2 накидами. Провязываем 1, 2, 3, 4. Так, в 4-ю воздушную петельку. Вот такой у нас рядочек с вами есть. Такая красота. Поставила маркер по центру, чтобы понятно было, что это центр. Идем дальше.
Каждый раз, да, у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Каждый раз идут 6 воздушных петелек. 6. Теперь вот такая галочка. 4 воздушные петли, 2 воздушные петли. Пока набираем 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание, делаем 2 накида. И там, где у нас воздушные петельки были, мы провязываем галочку. Это столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами. 2. 2 воздушные петли, 2 накида. У нас было по центру, у нас было 7 столбиков. По центру выделяем 1, 2, пропустили в центральные столбики 3 штуки и вяжем 1, 2, 3. Мы вяжем с вами такие пирамидки, то есть сначала было 7 столбиков, потом будет 3 и в следующем ряду 1. Вот, честно говоря, я когда смотрю на вязание с 2 столбиками, мне вот оно не очень нравится. Мне кажется, что если бы столбики были с 1 накидом, было бы аккуратнее. Предлагаю попробовать с 1 накидом и как это будет смотреться. Я перевязала с 1 накидом по желанию. Мне кажется, так аккуратнее. 3 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли. Подходим к центру. Вот наш центральный столбик. Здесь мы должны связать все, что вязали в самом первом ряду. Столбик, 4 воздушные петли, столбик 2, столбик 4, столбик. Вот. Наша задача провязать в центральный столбик, и мы всегда это будем провязывать. Столбик, 1, 2, 3, 4, такое вот расширение у нас. Опять столбик, 2 воздушные петли, столбик, 1, 2, 3, 4 и столбик. Вот такая сердцевинка у нас будет. В одном ряду у нас будет столбик, а во втором у нас будет вот такой вот красивый узорчик. Такое расширение будет все время. Дальше вяжем повтор. 2 воздушные петли, 2 столбика пропустили, 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. Можно точно по схеме. Я всю схему вам обязательно покажу. Столбик с накидом, 2 воздушные петельки. Помните, столбик с накидом, 2 воздушные петельки и в третью петельку столбик с накидом. Вот такой у нас рядочек с вами получился. Симпатичный. Идем дальше. Теперь набираем 5 воздушных петель и в наши галочки вяжем начало узора 7 столбиков. Там, где у нас было 3 столбика, вяжем 1 столбик. Что важно запомнить? Между столбиками 2 воздушные петельки. Чем хороший узор, его легко запомнить. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание. И в нашу галочку, вот она у нас, мы ее в прошлом ряду вязали, провязываем начало узора, то есть 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 воздушные петельки. Один узор мы начинаем, а второй мы заканчиваем. Там, где было 3 столбика, вяжем 1. Нашу пирамидку заканчиваем. 2 воздушные петельки. И там, где галочка, мы начинаем вязать 7 столбиков, то есть новый узор. Если рассмотреть по отдельности, у нас был 1 узорчик, теперь будет 2, в следующем ряду 3 и так далее. 3, 4, 5, 6, 7. 2 воздушные петельки. И по центру, вот в эту галочку, столбик с 1 накидом. Это мы с вами уже вязали. 2 воздушные петельки и в галочку 7 столбиков. То есть мы с вами
вот такой узорчик довязываем. Согласитесь, такая пряжа нежная-нежная, очень красиво. Мне кажется, красиво будет смотреться и очень приятно к телу, тактильные ощущения, мягенько. 3. Для деток будет очень хорошо. 4, 5, 6, 7. 2 воздушные петельки. Из 3 столбиков вяжем только центральный. 2 воздушные петельки. В галочке довязываем 7 столбиков. 7 провязали, 2 воздушные петельки. В 3 петлю от начала столбик с одним накидом. Один, два, три, 4, 5. Разворачиваем вязание. Между 7 столбиками и одним вот в это пространство вяжем галочку. Повтор, да? То есть через ряд мы будем вязать вот все время вот так вот одинаково начинать галочку, чтобы в следующем ряду связать 7 столбиков. Здесь галочка. 2 воздушные петли, вяжем то, что мы с вами уже знаем. 2 столбика пропускаем, по центру 3 вяжем. То есть здесь вот такой повторяющийся узор, который легко запомнить, но что меня подкупило в этом узоре, он очень хорошо смотрится. Казалось бы, очень простой, а смотрится хорошо. 2 воздушные петельки. И там, где у нас был один столбик, вот в этом месте, мы вяжем галочку. Столбик, 2 воздушные петли. То есть в шахматном порядке мы увеличиваем, делаем галочку, узор, галочка. 2 воздушные петли, 2 столбика пропустили, 3 столбика довязываем. То есть в том моменте, где мы довязываем, уменьшаем узор. Вот он у нас. В следующем мы увеличиваем. 2 воздушные петельки. И опять по центру, в самый центральный столбик мы вяжем вот 1, 2, 3, 4 столбика. То есть просто запомнить. В одном ряду мы вяжем 1 столбик, а во втором вот такое расширение, которое мы с вами уже и вязали. Столбик с накидом. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Столбик с накидом. 4, 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. Вот так вот. В следующем ряду по центру вяжем 1 столбик. 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, 3 столбика вяжем. 1, 2, 3. Две воздушные петли в сам столбик, вяжем галочку столбик, 2 воздушные петли. Хорошо, что всегда 2 воздушные петельки, это легко запомнить. И если у нас связано 7, значит в следующем ряду у нас и будет идти уменьшение. Тоже легко запоминается. Две воздушные петельки и вяжем галочку последнюю, да? 2 воздушные петли, столбик с накидом, 2 воздушные петли, в 3 петельку от начала столбик с одним накидом. Так, еще разочек. Вот, то есть вот такое повторяющееся все время движение над пирамидкой. После того, как провязали 1 столбик, галочка. И 2 галочки по центру через ряд. 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы с вами вяжем то, что мы уже связали. И уже вязали. Поворачиваем вязание в галочку. Да, вы правы, 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 2 воздушные петельки, и там, где у нас было 3 столбика, вяжем 1. Тоже легко запомнить. 7 и 1. Там, где 3, у нас идет галочка. 7 и 1. Галочка и 3. Я предлагаю попробовать связать. Обязательно вяжите образец, тогда вы точно поймете,
получится, не получится, нравится, не нравится. Очень часто бывает, что схема интересна, начинаешь вязать, вяжется неинтересно. Но мне кажется, в нашем случае это будет очень красивая шалька. Предлагаю попробовать связать. Схема есть, начало вязания есть, все остальное повтор. Тут прям не бойтесь. Что такое повтор? Это то, что мы уже с вами вязали, и в каждом ряду просто-напросто у нас добавляется один узор. Был 1, 2, раз, 2, 3, потом будет 4 в шахматном порядке. Попробуем? Вот такая красота получается. Очень красивая шаль или бактус. Я хочу сделать завязочки, так превратить в косыночку. После того, как провязали необходимую высоту, размер, да, с одной стороны вяжем 100 воздушных петель. 100 воздушных петель. Это для хорошей завязочки. Возвращаемся и обвязываем полустолбиками все наше вязание. Сделала обвязочку, провязывая поочередно 2 полустолбика, 3, 2, 3, чтобы не было не слишком близко к себе эти столбики, не растягивалось, не было ажура. Вот так вот достаточно хорошо смотрится. Вот 2 полустолбика и 3. 1, 2, 3 или 2. И провязываем такую же ленточку. Вот в самом начале я провязала, думала 100 будет, 100 многовато. Провязала 70 туда, цветочек, и 70 обратно. Как вяжем цветочек, да? Давайте провяжем 70 воздушных петель и цветочек. Провязали 70 воздушных петель, держим палец. 1, 2, 3 воздушные петли. В петельку раз столбик не провязанный и еще один. Вместе провязываем. Раз, 2, 3 воздушные петли в первую же петелечку. Раз, 2, 3. Это у нас первый лепесток. И точно таким же образом провязываем еще 2. Один столбик, второй столбик. Вместе провязали. Раз, 2, 3. Один, 2, 3. И вот такие завязочки у нас с вами получатся симпатичные. 1, 2, 3. Вернулись и 70 воздушных петель довязываем в обратную сторону. И наша шаль накидка бактус готова. Можно ее носить. Связана из очень мягких тактильных ниточек. Слонимская пряжа у Ирины Мальцевой в группе. Вот такая у нас завязочка будет. Закрепимся, и красота готова. Напишите в комментариях, понравилась вам идея или нет. Можно связать такую косыночку для внучки-дочки, носить ее. Можно как шарфик, как бактус. Можно больше размером, это будет шаль. Узор очень симпатичный, вяжется легко, запоминается быстро. Надеюсь, и вам эта идея понравится, как и мне. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, Рутюб, телеграм-канал, и будем вязать вместе. До новых встреч! Вот такие интересные ниточки появились у Ирины Мальцевой. Вискоза Пан. Я вот из розового связала косыночку. И у меня еще 50 грамм где-то осталось. Ниточки очень мягкие, очень нежные, тактильные. Для тех, у кого аллергия, для тех, у кого чувствительная кожа, это будет идеальная пряжа. На лето, я думаю, это тоже очень такой интересный вариант. Попробуем повязать и скажу свои ощущения. По розовым ниточкам могу сказать, очень приятно вяжется, красиво складывается в узор. Но я думаю, носиться будет тоже прекрасно.